Александр Иванович, поздравляю вас с праздником. Спасибо. 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 Видишь, Люба, каких орлов воспитываю. Шарапов, вот когда тебе за работу в Муре столько же нацепят, сколько теперь, можешь считать, что жизнь прожил не зря. В ноябре 1979 года в прокат вышел фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Несколько вечеров подряд советские зрители напряженно следили за противостоянием работников МУРа и шайки отпетых бандитов. Имена главных героев стали нарицательными, а цитаты из культовой криминальной драмы прочно укоренились в разговорной речи. Основой ленты, имевшей такой глушительный успех, стал роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Рельефно выписанные персонажи литературного первоисточника не могли не иметь прототипов. Не секрет, что прообразом капитана Жеглова и старшего лейтенанта Шарапова послужил один и тот же человек – офицер московского уголовного розыска Владимир Арапов, сослуживец Аркадия Вайнера. Владимир Павлович родился в Москве в 1926 году. Незадолго до Великой Отечественной войны он поступил на первый курс машиностроительного техникума. С началом боевых действий юноша устроился на столичный завод «Динамо», в цехах которого выпускали оружие и ремонтировали танки. Работу в цеху молодой человек совмещал со службой в обществе содействия милиции. Организация «Садмил» возникла неспроста. В тылу в связи с нехваткой работников правопорядка начался неконтролируемый разгул преступности. Члены общества, рядовые граждане, на добровольных началах патрулировали улицы и старались предотвращать мелкое хулиганство. Владимир отлично зарекомендовал себя на этом поприще и после победы был приглашен на службу в одно из отделений московской милиции. Будучи начинающим сотрудником, Арапов уже удивлял коллег нестандартным мышлением и находчивостью. Так, в конце 40-х годов для поимки воровки, систематически обчищавшей гардероб московской школы, он переоделся в женское платье. Не вызывая лишних подозрений, молодой милиционер вычислил преступницу и задержал ее с поличным. В начале 50-х Арапова перевели в МУР, а в 1963-м назначили на должность руководителя отдела по особо тяжким преступлениям. Еще до повышения по службе Владимир Павлович сумел найти и обезвредить банду некоего Ивана Митина, долгое время державших в страхе москвичей. Грабители охотились на сберкассы и инкассаторов. Позже их противоправная деятельность нашла отражение на страницах вайнеровского романа, а саму банду писатели окрестили «черной кошкой». Другое громкое достижение Арапова – арест серийного убийцы Янисяна по прозвищу Мосгаз. При задержании следователь вновь применил трюк с переодеванием. Правда, теперь на встречу с маньяком отправилась сотрудница уголовного розыска, загримированная под подругу последнего. Владимир Павлович отличался крутым нравом, обладал острым умом и неисчерпаемой энергией. В узких кругах его называли «черным полковником». Таким же бескомпромиссным и волевым в книге и фильме предстал следователь Глеб Жеглов. Худощавая фигура молодого Арапова, напротив, больше походила на романтичный облик Владимира Шарапова. Все три сына Владимира Павловича и даже его родная сестра связали судьбу с внутренними органами. Сам черный полковник завершил служебную карьеру в звании генерал-майора. Еще при жизни увековеченный на экране, легендарный офицер МВД Владимир Арапов скончался в преклонном возрасте в 2013 году.